Привет, комрады! Знаете, вот всяких видосиков про Spectrum существует дофига и больше, но вот полнометражных документальных фильмов раз-два и обчелся. И сегодня мы с вами как раз и поговорим немного об одном таком фильме, который в моей собственной локализации, так сказать, называется «Мемуары спектрумиста». И самое главное, что вам об этом фильме нужно знать, это то, что с огромной долей вероятности в обозримом будущем лично вы, скорее всего, его посмотреть не сможете. Вот серьезно, фильм Memoirs of a Spectrum Addict был снят в 2017 году британским писателем и инди-режиссером Энди Ремиком, который скончался в 2022 году, и посмотреть этот фильм просто негде. Прям вообще. Ни платно, ни на торрентах. Взрослые британцы, а спектрум сообщества в Соединенном Королевстве сильно старше, чем в странах пост-СССР. Так вот, британское спектрум сообщество не страдает такой херней, чтобы выкладывать чужую интеллектуальную собственность в общий доступ, а официально же купить этот фильм тупо негде. Ни в цифре, ни физверсию. В общем, единственный вариант его посмотреть – это приобрести БУ DVD-диск на eBay. Бред? Да, бред. Но маемо то шо маемо. Я, собственно говоря, именно так и поступил. Купил втридорого долбаную DVD-шку. Спасибо моим патронам, спонсорам и донатерам. Низкий поклон. Сразу скажу, что ни переводить фильм, ни выкладывать его на YouTube мне не разрешили. Обидно? Ну да ок. К авторским правам я отношусь уважительно и со всей серьезностью. Покойный режиссер фильма Энди Ремик был у меня в друзьях в фейсбучике, и я написал его жене с просьбой переозвучить фильм и залить его на ютубчик. Но она мне отказала, сославшись на то, что, мол, это будет несправедливо по отношению к тем, кто купил этот фильм, и вообще, возможно, она будет еще продавать его в цифровом виде, и что тут сказать, это ее полное право. Но ведь кратко обозреть фильм и рассказать о нем вам мне запретить никто не может, поэтому поехали. Фильм начинается с исторической справки, где приятный женский голос зачитывает педивикию и вкратце рассказывает историю спектрума. Тут, естественно, для меня ничего нового практически не было, кроме, пожалуй, одного факта. В фильме говорится, что вот эти вот резиновые клавиатуры первых спектрумов производились на фабрике по производству гондонов. Презервативов, то бишь. На этом, как говорится, у меня все. Далее начинается, так сказать, душевная часть, где известные в мире спектрума люди рассказывают о своем знакомстве со спеком, о первых играх, любимых журналах и травят всякие офигительные cool story из своего детства. Ностальгические сопельки, короче, но сопельки, естественно, покрытые толстым флером британского спектрумизма. То бишь, все вспоминают Маник Майнера, Jet Set Fucking Willy, Хорреса и всякое такое. Ну и в общем, фильм представляет из себя нарезку интервью, скажем так, глыб мира спектрума. Хотя и не только. К слову, я вообще не понял, нафига в фильм вставили Джона Ромеро с его комментарием. Да, Джон Ромеро, безусловно, великий чувак, Doom, Wolfenstein и всякое такое, но в своем комменте он говорит только, что вообще не в теме спектрума и не может назвать ни одну из спектрумовской игры. В чем ценность Джона в контексте данного фильма, непонятно. Разве только, чтобы указать громкое имя в титрах. Ну ладно, вернемся к фильму. В, так сказать, ностальгической части меня зацепило два момента. Во-первых, мне захотелось выдавить себе глаза из-за того, что автор показывает спектрумовские игры в соотношении 16:9, то бишь безбожно искаженными. Ненавижу такое дерьмо. Ну и второй момент, который меня зацепил при просмотре, был, когда братья Оливеры, создатели серии игр про Дизи, совершили камин-аут и рассказали, что им вообще было пофиг на спектрум в принципе, и у них вообще не было игр на спек. Ни одной. Никогда. Кроме своих собственных. И единственное, для чего им нужен был спектрум, только для того, чтобы тестить на нем свои игры. А так, они в принципе предпочитали другие, более интересные машины. Рассуждения известных разрабов о ZX-пиратстве новизной мысли отнюдь не блещут. Все сводится к тому, что эта тема, мол, сложная и неоднозначная. Некоторые пиратели игры на Spectrum, некоторые, так сказать, never, а некоторые даже не особо желают говорить об этом на камеру. Уж не знаю, серьезно они это или нет. В одной из глав фильма герои, или вернее даже будет сказать интервьюируемые, которые разрабатывали спектрумовские хиты, делятся воспоминаниями о том, как они вошли в индустрию и начали создавать игры для спектрума. Далее участники по очереди жалуются на ограничения спека, на клэшинг, конечно же, на отсутствие аппаратных спрайтов, скроллинга и прочие неприятные моменты. Лично для себя из всего этого я почерпнул две вещи.
Первое — это то, что Дизи постоянно машет руками только для того, чтобы выделяться на фоне объектов, а вторая — братья Оливеры не помнят частоту процессора Спектрума. Ну а в общем, мне, пожалуй, наиболее всего было любопытно услышать откровения покойного дизайнера Спектрума Рика Диккенсона, который, к слову, разрабатывал и дизайн Spectrum Next. Реально интересно было узнать, как разрабатывался корпус Спектрума, его многофункциональная клавиатура и какие со всем этим были сложности. Хотя остальные спикеры также рассказывали отнюдь не безинтересные вещи. Резюмируя свои впечатления от просмотра фильма, я бы сказал, что именно в моем мироощущении воспоминания спектрумиста — это не совсем даже документалка, как позиционирует свой фильм Энди Ремик. Я бы, пожалуй, сказал, что это скорее своеобразная такая нарезка интервью с интересными людьми. Людьми, которые сделали Спектрум таковым, каким мы его знаем, и людьми, без которых Спектрум никогда не достиг бы того уровня популярности, которого ему удалось достичь. Интересно ли это? Безусловно, да. И данный фильм является ценнейшим историческим очерком. Но все-таки, говоря именно о документальном фильме, я хотел бы слышать больше каких-то исторических фактов, журналистских расследований, рассуждений, оценочных мнений автора и всего такого, а не просто наблюдать нарезки интервью. Не знаю, это мое субъективное мнение. Но, тем не менее, все-таки минимально необходимые атрибуты фильма тут таки присутствуют. И таких футажей и художественных решений, какие имеются в этом фильме, в обычных ZX-видео на ютубчике вы, конечно же, не найдете. Я имею в виду явно постановочные и современные кадры, которые присутствуют в видеоряде, и это круто. Данные футажи стоили автору определенных денег, усилий, и этот видеоряд ориентирован на то, чтобы вызвать у зрителя чувство ностальгии. И ничего плохого в этом нет, так как чувствуется, что автор сам испытывает эту ностальгию и искренне любит Спектрум. Так что за постановочные кадры респект, хотя их и маловато, но это уже вопрос финансов. И так как это инди-кино, то предъявы в этом плане здесь неуместны. Тем более, что даже в имеющихся футажах задействовано как минимум несколько десятков актеров, что весьма-таки не слабо для индюшатины. Ну и за музыку в фильме я выражаю респект. Не то что прям респект, но музыкальное сопровождение довольно-таки атмосферное. В общем, хорош ли этот фильм? Ну, как нарезка интересных интервью с интересными людьми, определенно да, но и какого-то экстаза он у меня не вызвал тоже. В любом случае, автору огромнейший респект за документирование истории Спектрума, ну а вам спасибо за лайки, подписки и поддержку на спонсорских площадках. Покедова! И, конечно же, в конце видео традиционная благодарность всем моим донатерам на стримах и патронам на всех спонсорских площадках. Особенную благодарность я хочу выразить таким спонсорам, как Андрей Угольник, Unknown Filmmaker, канал Drunkfly, ссылка в описании, Герман Шутенко, Соль по вкусу, Snout81, TM, Варьят, АДФ, Александр Бережной, Александр Ляшук, Арт, Crazy Animal, Сайбер, Юджин Трунев, Сергей, Василий Селиванов, Василий Харужик, Маша и Серега, басист Аксель, Володимир Шевченко, Александр Веприк, Дизи Дарк. И хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. И да, отдельная thank you Евгению Рябцуну за музыку в данном видео. Спасибо, чуваки. Покедова.